Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я же вам обещала, что прощаюсь с вами совсем ненадолго. И вот прошел один день, и я снова вместе с вами. Конечно же, я не могла не выйти к вам в эти последние дни декабря. Я хочу с вами пообщаться, подвести такие итоги, но я подведу итоги только декабря месяца. Вообще, месяц декабрь, он последний месяц уходящего года, это всегда подведение каких-либо итогов. Последняя неделя, она всегда очень суетная. Корпоратив, елки, какие-то всевозможные поездки в магазины, покупка подарков. Вот эта суета. Но я очень люблю месяц декабрь. Я люблю за его яркость, я люблю за его огни, за эту суету. И вообще Новый год – это один из моих любимых праздников из детства. Это ощущение чего-то нового. У меня до сих пор это ощущение есть, и я очень рада, что оно у меня вот в душе существует. У меня и сейчас такое же состояние, что вот-вот это что-то новое придет. Что такое декабрь? Да, несмотря на то, что это месяц подготовки к Новому году, тем не менее, любая рукодельница время от времени берет спицы в руки, и мы стучим и что-то вяжем. Я уже неоднократно говорила о том, что я не ставлю себе цели связать какое-то определенное количество изделий. Нет, как оно идет, так и идет. Но есть вещи необходимые, которые я считаю, что вот мне это нужно, поэтому я хочу это связать, и я вяжу. У меня, я не посчитала, конечно, количество своих работ, не все работы я показывала на канале. У меня из тех работ, которые связаны, показано 2. Ну а остальные я только так оговорила, что буду что-то вязать. Работы большие. Но, как говорят, что я-то небольшая сама, поэтому вяжу я очень быстро. Итак, первое изделие, которое у меня связано, это мое платье. Это платье вышло 2 раза уже в свет. Первый раз в этом платье я ходила на корпоратив. Я все-таки решила. Зима, я не уверена, что в помещениях тепло, потому что абсолютно в разных помещениях по-разному идет отопление. Я не прогадала. Мне не было жарко, мне не было холодно, мне было комфортно. Меня многие называли Снегурочкой, говорили, только не хватает короны, и все, Снегурочка у нас есть. Но я и не против. Снегурочка значит Снегурочка. Вязала я из пряжи. Взяла только 1 моток. Значит, эта пряжа для меня новая в этом сезоне. Я знакомлюсь с артикулом. С артикулами пряжи от Атрика. У меня уже несколько изделий связано. И я познакомилась с пряжей. Называется 100% шерсть. На этикеточке написано 100% меринос. Здесь в 50 граммах 430 метров. Сама ниточка очень тонкая. Вот я же показывала, отрывала ниточку. Сама ниточка очень-очень тонкая, но после ВТО эта ниточка очень хорошо преображается, раскрывается. По ощущениям, даже вот моток, когда держишь, что по ощущениям, что он в пропитке. Когда вяжешь, это ощущается. Но после первой стирки все уходит и очень хорошо все преображается. Я вязала в 3 основные нити. Вот это была основная нить. И добавляла 1 нить микропаеток на хлопке. Я уже неоднократно говорила про эту пряжу, с которой я также познакомилась в этом году. Покупаю я ее в Wildberries. В магазин называется про пряжу. Меня часто спрашивают, где я покупаю эту пряжу. Вот я вам рассказываю. Я уже связала, это 3-е изделие, которое связано у меня с микропаетками. Меня они очень устраивают. И эффект, который я хотела, мне нужно было, чтобы платье было
простое, но чтобы вот сами вот эти пайетки, они придают ту нарядность и блеск этому изделию. И вот многие мне писали, что это платье, как говорится, и в пир, и в мир. Да, действительно, я могу и в повседневной жизни в этом платье выходить. Мне в нем комфортно. Также спрашивали про колкость. Вы знаете, я скажу вам так. У нас у всех разный порог чувствительности. Я не люблю колкие вещи. Я их чувствую, если действительно пряжа колкая. Мне некомфортно. Но если есть возможность вещь надеть на что-то, да, вот, например, как тунику я себе связала, я ее надеваю на водолазку, это меня туника просто спасает. Я очень рада, что у меня это изделие получилось, оно действительно теплое, и вот были морозы, мы выезжали на экскурсию к Бабе Яге, кто в Дзене видел, я выкладывала там небольшой ролик, в гости к сказке называется, и было -10, а в лесу все -12. Мы водили там хороводы, бегали и плясали, как говорится. Но все равно, как бы, если бы не эта туника, да, то все равно чувствовалась. А эта туника, она меня прям защищала. Но мы не про это, а про колкость пряжи. Так вот, когда трогаю шматок, вот эта вот пропитка, я не могу сказать, что вот так вот я прикладываю где-то колкость, но не очень приятно от пропитки. Но когда изделие постирано, оно мягкое, комфортное. Я так и писала, только для людей со сверхчувствительной кожей. Вот я лично знакома с таким человеком, у кого сверхчувствительная кожа. Ну, бывает такое, что вот если для некоторых есть вещи колки, они говорят, не колются. Вот мы все с вами разные. Поэтому я так и говорю. Вот если у вас сверхчувствительная кожа, то будет какой-то дискомфорт будет. Если нет такой сверхчувствительности, то платье вообще, то есть как бы изделие на голое тело, то есть комфортно, никакого дискомфорта для кожи я не ощущаю. Это первое мое изделие, большое. Причем я рассказывала, что это платье меня помучило, несмотря на простоту своей конструкции. Не так-то просто было эту конструкцию создать. Вот когда берешь какой-то узор, да, то ты вяжешь узор, ты видишь, как у тебя идет этот узор. А просто когда лицевая гладь, да, то есть нужно вписать конструкцию в эту лицевую гладь, подобрать обвязку. Ну, как бы, тем не менее, задачей я справилась, и то, что получилось, я довольна. Следующее платье я связала для своей дочери, и мне подсказала моя подружка Олечка, сказала, назови это платье «Красный дракон». Действительно, почему бы нет? Вот такое платье шикарного яркого красного цвета. Так захотела моя дочь, и я искала пряжу под это платье. Заказывала я бобинную пряжу. Очень мне понравилась эта ниточка. Хорошо так вывязывается. Здесь альпака, меринос и ПА. Здесь 1400 метров в 100 граммах я перематывала в 4 нити и вязала на спицах номер 4. Такая объемная пряжется, вяжется, ну просто на ура. Вот посмотрите. И так вот красиво. Сделала такую дежурную фотографию. Мы еще к этому платью купили красные туфли. Вот такие вот красивые красные туфли. То есть у нас наряд готов. Еще такие красивые колготки блестящие. Так показываю со спины. Но, к сожалению, праздник в школе у моего ребенка отменили ввиду того, что объявили в их классе карантин. Поэтому мы будем в этом наряде форсить в Новый год, ну, где-то в гости ездить, может быть, куда-то съездим. Пусть надевает, радуется. Но я думаю, что дома она тоже захочет надеть, хотя дома у нас тепло. Вязала-то я ей специально, чтобы вот в школе ей было не так холодно.
Но мама с задачей справилась. Что меня радует, что вязаные вещи нам хватает на 2 сезона, как правило. Я уже приноровилась, стараюсь рукава связать подлиннее, и нам хватает, как правило, на 2 сезона. Поэтому я надеюсь, что в этом изделии, в этом платье она все равно походит. Следующее также у меня, я быстренько в прошлые выходные связала новый комплект для дочери. Это шапка, снуд и варежки. Шапочка двойная. Вот здесь на подклад я использовала пряжу бобинную. Это Baby Альпака. Мне присылала Ирина Федотова. Я вязала дочке джемпер с круглой кокеткой жаккардовой. А вот эту пряжу мне присылала Ира Брандт. Значит, это пряжа со светоотражающим эффектом. Я так вот тут и оставила все, как вязала. Я такой пряжи никогда не видела. Вот такая этикеточка. Здесь в составе 61% супервош шерсть, 26% полиамид и 13% это светоотражающие нити. А вторая нить, для многих она известная, это ниточка от Drops Nord. И я смешивала вот для шапки, я брала вот эти две нити. Они очень хорошо подходят друг к другу. А чтобы исключить, что шапочка, да, то есть внутри, чтобы она не доставляла дискомфорт, не расчесывал ребенок лоб, я добавила ту нить, в которой я на 100% уверена, что она не будет никакого дискомфорта доставлять. Вот такой интересный узор. Мы фотографировали, конечно, при дневном свете, здесь светоотражающие нити не видны, а вот как раз в темное время суток так здорово она отражает. Я вставлю фотографию, она в домашних условиях сделана. Мы пока еще я на Алисе, на дочке не фотографировала. Снуд я вязала, то есть как бы у меня что было, и я старалась из этой пряжи и вязать. А вот уже снуд я вязала здесь у меня, здесь у меня Nord, вот эта вот пряжа со светоотражающими элементами. И вот так вот как бы в полосочку резинкой прекрасно держит форму. То есть этого достаточно на курточку. Тем более она на курточку надевает. Но не жалуется, не говорит, что там мам чешется или что. Нет. 2 раза уже мы ходили. Выходила она. А вот варежки я сделала по-другому. Я совместила пряжу Nord и вот такой вот мохер. Тоже мне Ира Федотова присылала. И я решила вот так вот совместить. Думаю, в одну тонковато, а если вот, той мне пряжи не хватило бы, мне ее просто уже не было, светоотражающие, они были бы толстоватые. Нужны были тонкие теплые варежки. Они вообще абсолютно обычные, простые варежки, но как бы пусть будет все, зато все в одном стиле, в одном комплекте. Ну и буквально, да, вот на последних порах я довязала джемпер. Вот он. И как раз в четверг выпустила видео по этому джемперу. Здесь спинка и передняя часть связаны одинаковой. Я его даже мерила еще во влажном состоянии. Потому что уже как бы хотела в среду, но вот из-за того, что просто нет времени, нехватка времени, поэтому все отложилось до четверга. Пряжа новинка от Siam Lana Merino. 100% мериносовая шерсть Extra Fine Super Wash. В 50 граммах 150 метров. Нить здесь тонкая, тоненькая нить. Вот вообще даже не знаю. Я вязала на спицах номер 3, как здесь рекомендовано. Я вязала достаточно туго. Но я по образцу понимала, что как бы вообще в идеале, вот я бы, например, да, я бы вязала в 2 нити. Вот в 2 нити, например, на спицах 4 в 2 ниточки,
Вот для меня это было бы более, наверное, тогда оно получилось бы потолще, это изделие. У меня изделие получилось тонкое. Сразу же хочу сказать, я говорила, что изделие потянулось. Да, как любое изделие из мериноса, когда мы его постираем, оно как медуза расползается, но после того, как полностью высохло, все собралось на место. То есть нету здесь какого-то сильного вытяжения, потому что, я еще раз говорю, примеряла я еще во влажном состоянии, даже вот по рукавам я думала, ну все, я сразу посмотрела на рукава, что мне на рукава подвытянулись. Но нет, все встало на место. Мне нужен был базовый джемпер. Вообще хотела вязать свитер. Но мне не понравилась здесь вот эта высокая горловина, как она здесь смотрится. И я об этом видео говорила, что, скорее всего, нужно сверху, если вот вязать, сразу же эту горловину, потом, может быть, регланом сверху продолжу, то тогда да, возможно, я что-то подобное свяжу. Ну, как бы я сегодня уже этот джемпер надевала, мне нравится. Мне нравится здесь цвет, вот этот узор. Ну, смотрится здорово. Смотрится здорово, поэтому такой вот действительно базовый. Он тоненький, этот джемпер, не толстый, тоненький. Конечно, если мороз, то нужно что-то еще. А так в нем достаточно комфортно, очень приятный к телу. В общем, я довольна. Расход супер. Я переживала по расходу, и у меня 8 моточков этой пряжи. Но мне хватило 6, и от 7 я взяла совсем немножко на обвязку горловины. То есть у меня остался целый моток и еще один чуть поменьше. Вот такие мои итоги за декабрь месяц. Но я с вами не прощаюсь. Нет, нет, нет. Декабрь — это же волшебный месяц. Это месяц подарков. Это месяц сюрпризов. И у меня еще 2 сюрприза. Сюрпризы замечательные. Подарки вообще обалденные. Первый сюрприз, подарок мне пришел от Оксаны. От Оксаны Галюковой. С Оксаночкой мы познакомились в этом году. Сдружились, общаемся. И вообще это здорово. То, что появляются новые друзья, новые подруги, которые с тобой на одной волне. Оксаночка мне прислала посылочку. Здесь открыточка новогодняя с такими красивыми снеговиками. Шоколад Аленка. Новый год без сладости не бывает. Это любимый шоколад моей дочери. Она ходит и говорит, от Оксаны мне уже пришла посылочка давно, но я ждала еще один сюрприз, поэтому решила, что сниму сразу 2. Она говорит, ты не забыла, что у тебя здесь шоколад лежит? Я говорю, нет, я не забыла. Она очень любит. Вот она эту шоколадку может съесть просто за раз. Вот такая вот книга. Вот я скажу честно, что журналов у меня было очень много, всегда. Я покупала такие специальные папки на молнии. Был такой момент, я влюблена была просто в журналы, особенно журнал Верена. И я собирала, и у меня накопилось их столько, потом я уже стала понимать, что столько времени я трачу, когда я перелистываю, еще что-то смотрю. Хотя были такие моменты, когда мне доставляло это колоссальное удовольствие. Но потом как-то я подраздала эти все журналы, а книг по вязанию у меня нет совсем. Был у меня порыв в прошлом году купить себе книгу «Японские узоры Хитоми Шида». Ну, меня отговорили, сказали, ничего там такого нет. Ну и так, в общем, я и не купила. А сейчас я посмотрела, сколько стоит эта книга. Думаю, мама дорогая. Нет. И вот это первая моя книга «Японские узоры для вязания спицами». Она в таком твердом переплете. Я очень люблю новые книги. Я помню,
У нас в городе был книжный магазин, и я туда приходила. Вот когда перелистываешь, новую книгу открываешь, как она здорово пахнет. Вот эта бумага. Книжка очень такая добротная. Здесь очень много разных объяснений. Здесь есть и двухцветные узоры. Ну, я честно скажу, что я ее только полистала. Я ее еще досконально не изучала. Просто нет времени. 125 мотивов, 125 технических приемов. Вот здесь написано пошаговые схемы и пошаговые рисунки. Да, здесь действительно прям подробно написано. Вот написано, кстати, что в первую очередь это учебник, адресованный всем, кто хотел бы научиться вязать спицами. Я обязательно посмотрю, полистаю. Здорово. Возможно, буду собирать вязальную библиотеку. Посмотрим. Не только же пряжу, да? Ну и, конечно же, что еще? Обязательно пряжа. Пряжа для вязальщицы. Оксана просто взорвала, мне кажется, YouTube новинкой. Я сейчас смотрю просто, очень много видео именно с этой пряжей. Люди вяжут. Это фирма Artland Classy пряжа. Обалденный цвет сиреневый. Мне он очень идет. Я когда эту пряжу достала, вот пакетик открыла, достала, думаю, мне бы хотелось, чтобы это был жилет, наверное. Не знаю. Здесь и люрекс, здесь и пайетки. Пайетки в цвет пряжи. Очень красивый цвет. Здесь мериносовая шерсть и норка, я так понимаю. Минк-вул написано. 50-граммовые моточки. Мне не хочется так разрывать и смотреть. Но ниточка тоненькая. И, возможно, может быть, я крючком что-то повяжу, не знаю. Но вот у меня такая вот первая идея. Очень, конечно, интересно, потому что я никогда не работала с подобной пряжей. И, конечно, любая новая пряжа это просто сразу шквал идей. Надо попробовать. Также совсем недавно Оксана показывала новинку. Вот эту я открою, потому что она здесь... Я извиняюсь, конечно. Потому что она здесь открывается, эта упаковочка. Это новинка от Alize. Happy Kids называется. Такая вот пряжа. Тоненькая ниточка. В 100 граммах 310 метров. Здесь в составе шерсть, акрил и бамбук. Ну, возможно, что-то я свяжу для дочки. Она этот цвет тоже любит. Такой, это темно-голубой, я бы сказала. Она очень мягкая. Вот она абсолютно мягкая. И, конечно, здесь вот даже нарисован ребеночек. То есть она вполне подходит и детям, и людям с чувствительным типом кожи. Это подарочек от Оксаны. Оксана, огромное тебе спасибо. Еще же что было? Еще была кружка для Алисы. Кружка, которую нужно расписать. Там она с кисточками. Мой ребенок очень любит подобные вещи. И она 2 дня красила эту чашку. Теперь мне нужно ее запечь. Там написано, что если хотите, чтобы краска держалась дольше, нужно запечь. Я обещала, что сегодня я это сделаю. Она пошла своим путем. Кроме той картинки, которая есть там, с другой же стороны была пустая кружка. Она сделала свой дизайн. В общем, сам себе дизайнер. Большое спасибо. А сегодня, видео выйдет завтра, то есть в пятницу, утром я получила еще одну посылку. Еще от одной моей подружки. Это Лена. У Лены тоже есть канал, называется «Вязалки-провинциалки». С Леной мы подружились не так давно, общаемся. И Леночка прислала мне подарок к Новому году. Я эту коробочку, вот я просто открыла, я ничего особо там еще не рассматривала, не доставала. Достала
Ой, я забыла еще сказать. Кремушек же мне Оксана еще положила для рук. То, что для рукодельницы нужно. У меня кремов много, всяких разных. Вот только достала 2 вот таких вот мешочка. Посмотрите, пакетик завязывается с мешком. Это так здорово вообще. И вот такое вот мыло ручной работы с символом года, с дракошей. О, а запах напоминает запах от мыла Palmolive. Я обожаю мыло. У меня мыла всегда очень много. И я просто его обожаю. И всегда его покупаю. Так, давайте мешочек откроем. Мне напомнила, знаете, сказку, когда мешочки такие. Посмотрите, такой мешочек новогодний. А здесь какая красивая феечка. Ой, какая красотка, посмотрите. У нас есть под елочкой, у нас стоит уже феечка, она стоит, а эту можно будет даже на веточку вот так вот просто положить. Ой, такая милота, такая красота. Нет, ее даже повесить можно. Думаю, что это такое? Ее повесить можно на елочку. Ну вот этим, это мы и сделаем. Пусть висит. Красотка. Красотка. Так. Не хочет. Лена недавно была в Москве. Я видела, она себе такой кошелечек покупала. Такой кошелечек красивый. Москва. А здесь? А здесь? А здесь? Чего-то, наверное, тут близко. О, смотрите. Тоже новогодняя тематика. Так. Тут на булавочке. Может, отсюда можно? Как брошечку. Так, ладно, потом разберемся. И кошелечек со стразами. Ну, я знаю, наверное, мне дочь отожмет этот кошелек. Она просто сегодня увидела, что я пришла с коробочкой и сразу же туда ручки свои. Это мне, это мне. Дети, мы тоже как дети. И дети любят всегда все что-то интересное. Вот такое еще мыльце. Ананасики. Тоже ручной работы. Я помню, у меня Леночка была спонсором в моем проекте, и она своей победительнице отсылала пазлы. Она говорила, что в Пермском университете студенты делают вот такие вот. Мне очень интересно на самом деле, что там за пазлы. Сейчас все это закончится и обязательно посмотрим. Алиса меня тоже любит такие штуки. Здесь поздравления новогодние. Все эти открыточки я у себя храню, складываю. Вообще, в детстве у меня был целый чемодан с открытками. Я очень увлекалась и коллекционировала открытки. У меня подо мной жила директор книжного магазина. И она мне все время говорила: Таня, приходи, привез новых открыток. Я обожала просто открытки. Вот такой пакетик. С пряжей, конечно же. Ну а как же? А как же? С пряжей. Вот такого секционного украшения. Нежное. Что здесь написано? Что это за пряжа? Значит, пряжа итальянская. Угу. С интересным названием. Ну, судя по названию, тут уже понятно, что норка. Минк. Хау. Менка, наверное. Не знаю. В 100 граммах 700 метров. 60% норка, 20% шерсть и еще что-то. И еще что-то. Наверное, ПА. Так. Посмотрим. Угу. Здесь характерный пушок есть. Я вообще итальянскую пряжу бобинную с норкой не видела никогда. 700 метров. Но, в принципе,
В принципе, даже на плечевое изделие вполне. Не знаю абсолютно, что это может быть. Может быть джемпер какой-нибудь. Может быть аксессуар. Я люблю секционное окрашивание. Интересно. Мне всегда интересно, как эта пряжа будет в полотне смотреться. Но Лена написала: обязательно образец и стирка. Угу. Хорошо. Сделаем. Обязательно сделаем. Ой, большущее спасибо, Леночка, за твой сюрприз, за твой милый подарок. Всем своим девчонкам хочу сказать огромное спасибо за щедрость вашей души, за вашу доброту. Я очень рада, что вы у меня есть, потому что это самое, наверное, дорогое. Есть люди, которые в нашей жизни приходят и не задерживаются, а есть те, с которыми мы знакомимся и общаемся долгое-долгое время. Находим общие темы, и не только в вязании порой, а гораздо больше. И это здорово, это на самом деле очень здорово. И я желаю всем иметь хороших друзей, настоящих друзей, которые всегда с вами на одной волне. Ну и в заключение всего этого, конечно же, я хочу всех вас, мои дорогие друзья, а теперь я по праву могу сказать, что все вы мои друзья действительно, поздравить с наступающим 2024 годом. Я хочу вам пожелать в первую очередь это гармонии. Гармонии внутри себя. Я хочу вам пожелать, чтобы вы любили себя. Я хочу вам пожелать добра. Я хочу вам пожелать всех благ в 2024 году. Не задумывайтесь о том, какой это год. Любой год, он будет таким, каким он будет. А мы будем с вами благодарны каждому его дню. Растет количество подписчиков на канале, и нас становится с каждым днем все больше и больше. И цифра движется к круглой цифре. И я обязательно подумаю, как это дело все отметить. Но пока не буду ничего говорить, потому что это уже будет совсем другая история в новом 2024 году. Мы с вами обязательно встретимся, мы с вами обязательно будем вязать разные интересные вещи. Благодарю всех вас за ваши добрые слова. Именно ваши добрые слова мотивируют меня на создание новых роликов, новых мастер-классов. Я благодарю вас от всего сердца и от всей своей души. Я поздравляю всех вас. Будьте счастливы. Пока-пока.